Всем привет, друзья! Одно из самых распространенных заблуждений среди водителей связано с давлением в системе охлаждения. Как-то раз я уже снимал видео по этой теме и показал, как уменьшил давление в своей системе. На моей машине штатное давление достигало 1,4 бара. То есть, когда давление превышает 1,4 бара, срабатывает клапан и выпускает лишнее давление. Я решил немного доработать крышку расширительного бачка, разобрал ее, достал пружину, и укоротил ее. В результате давление теперь держится в районе 0,5-0,6 бар. Можно было сделать давление немного побольше, да ладно. И, конечно же, появилось много критики. Многие раскритиковали этот подход, утверждая, что система рассчитана на высокое давление, и его снижение нарушит работу двигателя. Мол, инженеры не дураки какие-то, и специально все это разработали. То есть, многие утверждают, что это рабочее давление, при котором двигатель работает оптимально. Но есть одно но, друзья. Давление непостоянное и меняется при изменении температуры. Давайте разберемся во всем более подробно. Итак, как работает давление в системе охлаждения? Да, бесспорно, давление увеличивает температуру кипения антифриза, но это не значит, что при температуре, например, 90 градусов, двигатель без давления закипит. Очевидно, что это бред. Без давления с открытой крышкой, естественно, при расширении малая часть антифриза вытечет, его просто выдавит, и затем все нормализуется. Температура кипения антифриза и температура двигателя – это разные вещи. Антифриз закипает даже без давления в среднем при температуре 107 градусов. 105, 107 зависит от самого антифриза. Давление возникает из-за нагрева антифриза. Чем выше температура, тем сильнее расширяется жидкость. Если нагрев превышает примерно 105-110 градусов и выше, давление может стать избыточным и срабатывает паровой клапан, который находится или в крышке расширительного бачка, бывает, что в крышке радиатора и так далее. Однако, если такие условия сохраняются достаточно долго, то есть если ездить с повышенной температурой более 105-110 градусов и выше, то система может не выдержать. Она постоянно находится под повышенным давлением, под нагрузкой. Рвутся патрубки, рвутся радиаторы, фланцы и другие элементы, даже если клапан исправен. Именно в жаркую погоду при высокой температуре чаще всего происходят разрывы. Я с такой проблемой сталкивался лично, как и многие другие водители. Рвало и фланцы, и радиаторы. Какое-то время я ездил с приоткрытой крышкой, чтобы не создавалось давление, а позже просто сделал короче пружину, снизив давление. И езжу теперь так постоянно. Тем самым я обезопасил себя и снизил порог срабатывания клапана. Многие путают рабочее давление и момент срабатывания клапана. Если крышка рассчитана на 1,4 бара, к примеру, это не значит, что система постоянно работает под таким давлением. Это лишь предел, при котором клапан открывается, чтобы сбросить избыток давления. Например, на холодном двигателе до 80 градусов давление вообще почти отсутствует. Я это уже показывал в одном из видео. Можете сами проверить. Запустите холодный двигатель и понаблюдайте, когда будут твердеть патрубки. До 80 градусов они будут мягкие. При 90 градусах давление обычно составляет примерно 0,5-0,8 бар. И только после 100 градусов давление будет выше 1 бара. И далее при более высокой температуре
может сработать клапан давления. Зимой, когда мотор не всегда прогревается даже до 90 градусов, давление в системе охлаждения минимальное. Именно поэтому на исправных машинах патрубки и радиаторы рвутся редко, в зимний период я имею в виду. Давление ведь невысокое. Здесь я хочу сказать, что это мое личное мнение, и я никого не убеждаю и ничего не предлагаю. Каждый должен думать сам. Теперь, зачем снижать давление или почему я снизил давление? Во-первых, это защита системы от разрывов. Особенно если используются неоригинальные запчасти сомнительного качества. Также, если система охлаждения старая и радиаторы и патрубки изрядно подустали. Так, второе. Снижение риска при перегреве. Если, допустим, откажет вентилятор охлаждения, или появится воздушная пробка, или вообще нарушится циркуляция, резкий скачок температуры не приведет к разрыву патрубков или радиаторов. Система довольно простая. Клапан давления в системе охлаждения работает по тому же принципу, что и аварийный клапан, допустим, бойлера или редукционный клапан в масляном насосе. Он страхует систему, но не определяет ее рабочие параметры. Давление непостоянно и зависит от температуры двигателя. Вот сейчас двигатель холодный. Закрываем крышку. Давления в системе нет. Сейчас двигатель пока холодный. Поеду, прогрею до 80 градусов и посмотрим, будет давление или нет. Остановился, температура 80 градусов. Давайте посмотрим. Патрубки мягкие. Давление есть, но оно очень-очень маленькое. Его практически нет. Вот, видите, легко прожимаю. Чуть-чуть там что-то вышло. И вот сейчас, после 80 градусов, начнет более интенсивно образовываться давление. Сейчас нижний патрубок холодный, термостат закрыт. Вот сейчас температура где-то 85. Патрубки все еще мягкие. Давление в них, конечно, есть, минимальное, но они мягкие. Вот видите, легко нажимаю. Термостат еще не открылся. Видно наглядно, что давление в системе охлаждения не постоянно. Вот сейчас время открытия термостата. У меня термостат стоит на 87 градусов. Температура подошла уже около 90. Сейчас 90 градусов. И патрубки стали твердые. Термостат открылся. Патрубок горячий. Ну вот наглядно видно зависимость давления от температуры. Вот температура выше 90 градусов. Температура срабатывания вентилятора. Сейчас сработает вентилятор. Ну вот сработал вентилятор. Сейчас у меня стоит крышка с укороченной пружиной. Клапан срабатывает при давлении 0,5-0,6 бар. Как видите, вентилятор включается, все работает, ничего не кипит, ничего не закипает. Просто при повышении температуры где-то 110 градусов
у меня сработает клапан. Этот ролик не руководство к действию, а просто мой опыт и мое видение. На разных автомобилях могут быть свои нюансы, но в большинстве случаев система охлаждения работает именно так. Для чего нужно давление, это уже отдельная тема. Многие пишут про кавитацию, но не на всех авто она как-то серьезно проявляется. Я не призываю ездить без давления, просто рассказал о причинах разрыва системы охлаждения и как это все работает. Тем более, что на разных машинах есть свои нюансы. Но на этом все. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если у вас есть свои наблюдения и опыт, делитесь в комментариях. Всем пока!